Диана здесь, Диана с вами. Приветствую вас на моем YouTube-канале. Благодарю всех, кто уже подписался на меня, поставил лайки, посмотрел мои первые 2 видео, в которых я рассказывала о плюсах и минусах отношений в Турции. Мне очень приятно наблюдать такую активность в моем новом творческом пространстве. И я надеюсь, что вам здесь тоже понравится. Недавно к нам в гости приезжали родные моего молодого человека. И у нас получилось небольшое семейное путешествие по красивым местам недалеко от Фетхие. Изначально я планировала делиться контентом нашего путешествия только с подписчиками моего телеграм-канала. Кстати, если вы о нем еще не слышали, обязательно переходите по ссылке внизу описания, подписывайтесь на меня, потому что там еще больше интересной информации про Турцию, про мою жизнь здесь, да и в принципе там очень душевно и по-домашнему. Ну и VPN не нужен. Но как только я начала снимать свое первое видео, ко мне пришло вдохновение и случился мой первый влог. Я надеюсь, что это точно получился влог, потому что я даже не знаю, как правильно их снимать. Просто при монтаже я оставила все в такой последовательности, в которой я снимала. Практически ничего не вырезала, поэтому во влоге будут забавные моменты, но я надеюсь, что они вам понравятся. Наше мини-путешествие было 2 дня, мы посетили примерно 5 интересных и красивых мест. Видеоматериала получилось очень много, поэтому я решила разделить влог на 3 части, чтобы вам было комфортно и интересно его смотреть. В сегодняшнем выпуске, в первой части, я расскажу вам, как мы съездили на Секлекент. Это национальный парк и очень красивое ущелье. А в следующем выпуске расскажу про очень красивое место в горах, немного про Леденис, нашу поездку в Каш и покажу пляж Паттара. У меня тут на балконе кошка ходит, все что-то вынюхивает, высматривает, проверяет. Ну так к чему все это видео приветствует, спросите вы, для которого я надела красивое платье, сделала макияж, выбрала свои самые красивые украшения. Все потому, что у природы были свои планы на наше путешествие. Мы, конечно, посетили все запланированные места, но с погодой нам не повезло. К примеру, на Секлекенте примерно за пару дней до нашего приезда прошли очень сильные дожди, из-за чего много воды спустилось вниз, всю дорогу там затопило, и что было дальше, вы посмотрите в сегодняшнем выпуске. В нашу поездку в Каш и на Паттару мы хотели поплавать и позагорать, но было очень облачно и прохладно. Я сначала очень расстроилась, потому что когда я начинала снимать влог, я думала, что я сделаю такое крутое видео, покажу вам такие красоты. Вы в них влюбитесь, приедете сюда, решите остаться здесь жить, у меня появятся друзья. Но у природы были свои планы. А потом я подумала, может быть, это и к лучшему. Потому что, во-первых, влоги с непогодой встречаются гораздо реже, чем идеальные красивые влоги с прекрасной картинкой, которые сняты в сезон и в погоду. Во-вторых, я покажу вам ситуацию, с которой, возможно, вы вообще не столкнетесь, приехав сюда в сезон, в свой отпуск, где будет все идеально. И в-третьих, если вам понравятся эти места в такую непривычную, необычную для них погоду, то, приехав сюда лично, все ваши ожидания оправдаются на 1000%. Ну что, начинаем? Я желаю вам приятного просмотра. Сегодня мы находимся в национальном парке Секлекент. Мы приехали посмотреть ущелье, показать его родным моего молодого человека. Это мой первый влог, надеюсь, что он вам понравится. Приятного просмотра! Первым делом, что мы делаем, мы переодеваем обувь. Специальные тапочки, видите, у всех они разные, потому что мы сейчас будем ходить по воде. Я сейчас тоже переодену свои красивые кроссовочки. I decided to make a short vlog on my YouTube channel. Short vlog? A vlog of it. You know, if you make them very sexy, you get advertisements and you can make money. Yes, but first of all, I need more subscribers. I need more followers. Тапки переодеты. Эти мои старые, ему же лет 13 или 15, я их еще в Челнах покупала, когда в школе училась. Эти тапки мы купили в Мигросе. Тапочки можно приобрести здесь, но не знаю, мне кажется, по ценам они будут дороже. В этом месте, в прошлый раз, когда мы приезжали, здесь стояли такие кафешки, то есть тут можно было покушать. Странно, что сейчас их нет. Может быть, это, конечно, какое-то другое место, либо они переместились. Здесь были такие кафе на воде. Вот непосредственно само ущелье. Сегодня 31 мая, и по сравнению с прошлым годом мы сюда приезжали в августе. Здесь вообще практически нет народа, очень мало, очень свободно. Вот, возможно, в сезон в июне, в июле, в августе
уже будет гораздо больше людей, но сейчас здесь прям очень комфортно. Здесь достаточно развита инфраструктура, есть кафешки, есть вот пончиковая, но она сегодня почему-то не работает. Мороженое можно покушать. И вот непосредственно сам вход в парк. Цены тоже отдельно пропишу и скажу. И вот так, такую красоту именно туда сейчас в ущелье, где мы пойдем, куда мы сейчас пойдем. Мы зашли. И для начала нужно будет пройти вот по такому мосту. Зато здесь можно наблюдать всю красоту. Но вот у кого есть дополнительные деньги, можете устроить фотосессию. Вот начинается сама красота. Вот оно ущелье. Hey guys! Say hi. Normally it's blue water, but now unfortunately it's brown. Обычно вода здесь прозрачная, но вот сегодня она мутная, потому что, видимо, немного ушла вода. Вот по такому мостику, в таком красивом месте нужно будет идти. А в целом, если вы приедете на Масакликен, то нужно быть готовым к тому, что вы будете очень долго идти и гулять. В любом случае, конечно, вы можете в любой момент остановиться, вернуться обратно, но сам путь, он в целом очень длинный, и местами там даже есть разного уровня вершины, что вам придется даже, как это правильно, клаймбинг, вам придется перелазить через них. Если вы готовы к такому более экстремальному походу, то лучше взять, конечно, купальники, сменную одежду. Если вы предпочитаете более безопасную прогулку, то, конечно, можно просто надеть шорты, надеть сменную обувь и все, и просто погулять по ровной части. Смотрите, какой интересный момент. Здесь вот с этой стороны как раз прозрачная вода, а вот здесь она мутная. И здесь вот они вместе сливаются и дальше идут по тому пути, по которому мы только что прошли. Когда вы зайдете в сам национальный парк, здесь есть кафе, в котором, допустим, если кто-то не захочет идти дальше, может остановиться и ждать остальную группу именно здесь, отдохнуть. Также здесь вы можете приобрести обувь, сланцы. Начинается первый самый такой опасный участок. Когда мы приезжали сюда в августе, здесь было гораздо больше воды. Видимо, сейчас вода ушла. Видите, везде, где камни, в августе здесь была вода. Сейчас воды здесь нет, поэтому в целом менее безопасно сейчас. Но в целом, у кого есть проблемы какие-то с ногами, либо, не знаю, там, не потеряете сами себе, то лучше остаться в кафе. Сейчас мы вот по этой веревочке пойдем дальше. Лучше всего идти и держаться за веревку, потому что, вот, например, здесь начинается очень сильный поток. Вода очень холодная, примерно как в Голубом озере в Казани. И меня очень сильно сносит, поэтому я держусь за веревку. Но кажется, что воды летом как будто было больше, чем сейчас. Все, я выбралась. Я тут прошла до мелководья. Сейчас я ее перейду. Я не знаю, что
что произошло с дорогой. Она сейчас очень сильно отличается от той, которой мы ходили в августе в прошлом году. Мы прошли буквально, не знаю, метров 10, наверное, или 20. И невозможно было идти, потому что дорога вся смыта. Дорога просто как болото затягивает. И мы сейчас остановились вот тут на маленьком участке передохнуть, потому что у меня просто все мои сандали в камнях, мне больно идти. Остановились, я сейчас буду мыть свои тапки. Зато у меня, конечно, классный массаж стоп. У нас тетя потеряла еще ботинок, и мой парень сейчас помогает найти его. Просто вляпалась опять. Короче, вот такое тут все сегодня. Глине. Более тяжелый участок мы прошли. Сейчас идем, здесь уже попроще, здесь уже есть дорожка. Конечно, надела сегодня белую рубашку. Она уже вся в этой глине, я надеюсь, она смоется. Но зато я буду, наверное, супер свежей, супер молодой после такой ванны глиняной. Ну вот, мужчины просто в джинсах, видите? Я не знаю, что случилось с природой. Может быть, это нормальная ситуация для мая месяца в национальном парке Стекликент. Но дорогу просто очень сильно размыло. Невозможно идти. То есть тот участок дороги, который мы в прошлый раз проходили спокойно. Вообще, это был самый легкий участок. Он сейчас полностью размыт. Очень сложно идти. У нас родители решили все-таки остаться, вернуться обратно. Я решила немножко пройти вглубь, чтобы специально для вас показать, что там дальше, чтобы вы понимали, чтобы у вас было понимание про это ущелье. Так что, пожалуйста, поставьте мне лайк. Правда, я тут рискую своим сухой одеждой. Ладно, что на самом деле, просто действительно хочется посмотреть, что там дальше. Сейчас я попробую немножко подснять для ребят, которые здесь идут. Любовь моя меня потеряла. Очень сложно идти, не знаю, что с дорогой, и люди идут просто на ощупь. Каждый шаг нужно прям аккуратно все это прощупывать, потому что можно упасть в эту глину, там по колено даже больше. И очень сильно затягивает еще. В целом, вот оно само ущелье. Дальше, конечно, там очень красиво. А пока я вот здесь остановилась в камнях. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что у кого с балансом не очень хорошо, то прям люди падают. Мы решили срезать и пойти просто напрямую, чтобы не идти по этой воде. И у меня просто ножки афродиты будут. Смотрите, я тут полностью вся в этой глине. И все, я помолодею лет, не знаю, на 20. Буду ребеночком опять маленьким. Короче, все ребята долго страдали. Вот прямая дорожка была. Мужчины мы тоже с идеальными ножками. I'm coming back. Вот там вот паренек в синей футболке. Это ребята, которые помогают пройти путь в ущелье Стекликент. Потом они, конечно, вас денежку попросят. Мы остановились здесь на привале. Мы дошли еще дальше. Мы пошли еще дальше, видите. Вот в целом такое красивое ущелье. Мы вышли к свету. Мы здесь остановились на камне, потому что дорога не везде безопасная. Где-то очень сильно проваливаешься, вплоть до бедер. Вот. Остановилась здесь специально для того, чтобы снять видео. Вот как я вас люблю, мои 20 подписчиков. Мы зашли дальше, чуть дальше. Так, сейчас вот, чтобы было более видно. Бедный мой мужчина, здесь как меня. Очень тяжело, мне кажется, быть партнером блогера, особенно начинающего. Вот так вот здесь симпатично. Видите, там даже ребята, они мажутся глиной, кто-то сидит, видите, кто-то перелезают. Вообще люди на самом деле оттуда дальше возвращались, но я думаю, что мы уже туда не пойдем. У меня просто все ноги в камушках. Сандали все-таки не очень хорошая обувь для Стекликента в эту погоду, в этот сезон.
А летом в целом мне бы было с ними нормально, если бы я там дальше до водопада не пошла. Я думаю, мы сейчас возвращаемся. Я еще там в конце тоже запишу небольшое видео. Сейчас возвращаемся обратно, и знаете, вот нам навстречу идет столько людей. Такое ощущение, что стало больше туристов, и все идут. На самом деле классное развлечение цикликент. Каждый раз незабываемый экспириенс после цикликента. И такой, как сегодня, он впервые. Так что обязательно приезжайте сюда. Надеюсь, что ваш приезд, ваше путешествие здесь все нормализуется. Летом вот здесь вот гораздо больше воды. Она прозрачная, холодная, как в голубых озерах в Казани. А вот здесь воды совсем нет. И даже если что-то есть, она очень тоже прозрачная. В общем, сегодня какая-то аномальная ситуация. Но выглядит это очень красиво. Нас ждет еще один сложный участок, поэтому я запишу видео уже в кафе. Здесь Золушка, видите? Мы потеряли один ботинок. So you're Cinderella now? Yeah, I'm Cinderella. Tom? Welcome to my channel. Помните, в начале видео я вам говорила, что здесь в прошлом году стояли столики, специальные такие платформы, где можно было посидеть, попить чай. Я еще удивилась, почему их в этом году нет. Теперь я поняла, потому что дорога размыта, и я думаю, здесь было бы невозможно что-либо устанавливать, поэтому в этом году пока что сейчас кафе нет. То есть чай уже в воде не попьешь. Здесь можно сплавляться на плюшках. Мне кажется, это тоже классный экспириенс. Но здесь, конечно, уже нужна полностью сменная одежда, нужен купальник, потому что в этой ситуации человек точно будет весь мокрым. Привет, my friend. Welcome to my YouTube channel. There is a like button. Yeah, also Or follow you should say something. subscribe. Yeah. Subscribe, you're a perfect lady. Subscribes. Subscribes. What is the subscribes? Not subscribes. How to say it? Subscribe. Subscribes. Subscribe. Subscribe. Follow me. Follow. Follow. Follow to follow. If you follow us, we will follow you. Хочу вкратце резюмировать по поводу нашего экспириенса. Мы встретили ребят, которые здесь работают по пути, и нам сказали, что, оказывается, это необычная ситуация, это аномальная ситуация, такого нет. Такого не происходит, это не какое-то сезонное состояние дороги. Было очень много дождей, и произошел, получается, спад воды очень сильный, поэтому дорогу размыло, ее затопило. По этому же поводу нет кафе, которые были в прошлом году. Я надеюсь, что, может быть, через несколько недель, может, через пару недель состояние станет лучше, и уже те туристы, те гости, которые поедут отдыхать сюда в июне, в середине июля, в июле, в августе, им уже будет гораздо проще. Наше приключение по Цикликенту закончилось. Мы сейчас собираемся в следующее место. Мы едем в Трукдом Глэмпинг, я тоже там подсниму. Меня тут передразнивают. А так вообще всем советую посетить это место, особенно тем, кто любит более-менее такой экстремальный экспириенс, экстремальное времяпрепровождение. Это весело. Там есть и легкие участки на этой дороге, есть и более сложные, в которых придется обязательно полностью намокнуть, то есть нужна сменная одежда будет. И сейчас я хочу вам рассказать, еще раз подытожить, что лучше всего брать с собой на свой трип, свое путешествие в Цикликент.
первую очередь, это, конечно же, аквашузы. Такие, как у меня, лучше не берите, потому что если опять будет какая-то непредвиденная ситуация с дорогой, если она вдруг размоется, вам будет очень неудобно. У меня постоянно западали камни, они даже западают в обычные аквашузы. Лучше всего приобрести вот такие тапки. Мы их купили в Мигросе, они стоили 100 лир. Здесь на месте тоже есть, но я цену, честно говоря, не спрашивала. Возможно, они будут дороже стоить. Вот эти самые удобные, хотя в них тоже камушки будут попадать. Лучше всего взять полотенчико, которым можно потом вытереться. Ачка. И смену одежды. Особенно если вы решите дойти там до водопадика, который совершенно этого заслуживает, не стоит. В общем, лучше запастись. Купальник и белье, если вы хотите купаться. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Первая часть влога заканчивается. А мне интересно узнать, расстроились бы вы, если бы приехали на Сагиликент в такую же погоду? Пишите, пожалуйста, в комментариях. А в следующем видео я расскажу про очень красивое место в горах и покажу немного о Людениза. А если вам понравилось это видео или остались какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте в комментариях обратную связь. Или отправьте ссылку этого видео своим близким, родным и друзьям, кто планирует посетить Турцию в скором времени. Желаю всем отличной недели. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.